Рембрандт ван Рейн родился в голландском городе Лейдене. Здесь он начал заниматься живописью и здесь добился первых успехов. Появление в этом городе одного из величайших в истории человечества художников не случайно. Лейден художниками славился давно. Причастность к местной живописной традиции считалась очень почетной. Не зря ведь Рембрандт на первых порах подписывал свои картины Рембрандт Лейденский. Как, например, вот эту картину «Товит и Анна с ягненком». Основоположник лейденской художественной традиции Корнелис Энгельбрехтсен. На картине Корнелиса «Призвание апостола Матфея» замечаем герб Лейдена – 2 красных ключа на белом фоне. Родной город художник патриотично уподобляет библейскому Капернауму, городу, в котором проповедовал и обрел учеников Иисус, откуда был призван на христианский подвиг апостол Матфей. Изображение на холсте состоит из 2 неравных частей. Соотносятся они между собой по принципу золотого сечения. Принцип отражен в формуле, где А и Б равны сторонам каждой части. Уравновешенность композиции радует взгляд. В левой части картины улица Капернаума. Община Иисуса пока малочисленна. Контур черных одежд Христа подчеркнут красными, идущего за ним Иоанна. От этого особенно выразителен приглашающий жест. Он обращен к сборщику пошлины Матфею. Внутри таможни совсем иная эпоха. Мужчины одеты по современной художнику моде, и атмосфера очень отличается от настроения христианской общины. Богатый купец принес пошлину. Завидев компанию странно одетых людей, он испуганно схватился за кошелек. Лицо окаменело, он готов сражаться, защищаться и нападать. Таможеннику тоже не ясны намерения подошедших. Повинуясь служебному долгу, он торопливо прячет казенный мешок с деньгами на всякий случай. В конторе действительно царит иной мир, чем снаружи. Это наш мир, далекий от христианского идеала, суетный, алчный, себелюбивый. Воспроизводит себя он из века в век, но даже на протяжении краткой человеческой жизни пролетает он как мгновение. Матфей примкнул к Иисусу без колебаний, без раздумий, встал и пошел. Художник показывает, что было за миг до того. Приглашающий жест Иисуса. Матфей телом еще за столом мытаря, но душой он уже с Христом. Выражение мерзости жизни, обычное, для госслужащего, бесследно испарилось с лица. Его профиль одухотворен. Мгновение назад придерживал Матфей рукой ведомость о принятых деньгах. Теперь под его пером лист будущего Евангелия. Ноги сидящего Матфея в положении шага, в духовном смысле шаг к Христу уже сделан. Матфей теперь вместе с тем, кто проходил мимо, и вызвал его краткой репликой. Праведный путь пролегает мимо банков, таможен, прочих финансовых и бюрократических учреждений. Корнелис Энгельбрехтсен наглядно дает это понять. Поместил бывший офис Матфея в богато разукрашенную, однако очень жесткую клетку. Символичная ограда изящную тень отбрасывает на подоконник, но все-таки ведь решетка. Человек
скованный обязанностями службы и меркантилизма, делается свободным, лишь вступив на духовный путь. Художник показывает это средствами своего искусства. Корнелис Энгельбрехтсен действительно моралистом был строгим, но это не мешало ему в подробностях писать мир вещиц и предметов, обстановку конторы, скучающую под столом собачку. К тому же земные свои дела Корнелис вел очень успешно, сколотил значительное состояние. Он-то хорошо знал, как выглядит офис налоговика. Живопись Корнелис читал делом боговдохновенным и работ своих не подписывал. Поэтому датировка его картин дается весьма приблизительно. Однако сами картины обладают рядом устойчивых признаков. По ним мы узнаем кисть художника, творившего полтысячелетия назад. Иисус прощается с матерью. Сочувствуя трогательной сцене, сложил руки на груди Иоанн. Оглядываясь на учителя, ученики спускаются с холма в сторону реки. В ту же сторону тоскливо воет собака. Она с ошейником, значит, останется на привязи дома, сопровождать Иисуса не сможет. Корнелис Энгельбрехтсен — современник Леонардо да Винчи. Исследования закономерности перспективы привели Леонардо к ряду важных выводов. Для передачи глубины пространства ближайшие объекты надо изображать в их собственных цветах, удаленным давать синеватый оттенок, а самые последние, например, горы, изображать синими, то есть цвета воздуха. Дальние планы на картине Корнелиса отвечают рекомендациям Леонардо, хотя неизвестно, был ли он с ними знаком. Таким Корнелис представлял библейский Иерусалим. С отдалением башни приобретают синеватый оттенок, а дальше весь город становится синим. Еще замечательнее другой город, небесный, поднимает фантастические башни на недоступную для птиц высоту. Возможно, именно опыт Корнелиса укрепил Рембрандта в убеждении, что постичь глубины творчества и взойти на высоты искусства можно и без учебы в Италии. По крайней мере, давнему лейденскому предшественнику это удалось. Иисус в доме сестер Марфы и Марии. Здесь же Иоанн в обычном своем одеянии приватно беседует с девушкой. Очаровательные детали интерьера, изящная колонна между двумя комнатами, в меру эротичное изображение самопожертвования Лукреции, прекрасно прописанная стеклянная посуда за головой Иоанна, фигурка беса, сад за окном, написан так, что сам Леонардо одобрил бы. Собачка излюбленной Корнелисом породы свернулась у ног Христа. Безмятежность чуткого животного характеризует умиротворенность настроения слушающих учителя. По контрасту, в дальнем помещении хозяйственные хлопоты и напряженные споры. Композиция картины вновь ясна и равновесна. Крест объединяет две равные части. В левой, помимо Богоматери и Иоанна, святые Варвара и Цицилия. В правой святые Иероним, Франциск, апостол Петр и Мария Магдалина.
Иоанн поддерживает скорбящую Богоматерь. Красная одежда его вновь служит фоном для главной фигуры в черном. Теперь это уже мать учителя. Внешности святых художник наделил чертами, характеризующими личность каждого из них. В приближении видно, сколь различны выражения глаз Иеронима, Франциска, Петра, а сколько чувства во взгляде Магдалины. Лица персонажей левой стороны внешне не столь выразительные, выполнены в средневековой эстетике. Нюансы индивидуальных переживаний каждого из них Корнелис передает тонкими, но очень выразительными штрихами. Религиозность Корнелиса Энгельбрехтсена уживалась широтой жизненных интересов и занятий. Помимо живописной, он сделал превосходную карьеру военного, дослужился до высокого звания капитана арбалетчиков. Решительность проявлял Корнелис и в искусстве. Одним из первых в Лейдене начал использовать масляные краски. С наслаждением живописал Корнелис роскошные наряды святых мучениц. На лейденских модниц наряды эти производили сильное впечатление, и многих, надо думать, укрепили на путях добродетели. Сцена истязаний Христа словно увидена глазами великомучениц Варвары и Екатерины. Фигуры обеих вытянуты, лица отрешенные, выполнены в готической эстетике, при этом выразительны и индивидуальны. Это одухотворенность, не плотская соблазняющая красота. Такие лица бывают у людей, заглянувших в себя в поисках ответа на собственные духовные вопрошания. Зато в изображении страстей нет ни условности, ни смягченности. Муки Христа переданы достоверно, более чем натурально и злобное наслаждение мучителей. Преобладающее в них телесное начало художник подчеркивает демонстрацией мускулистых ягодиц палача. Корнелис Энгельбрехтсен мастерски создавал многофигурные композиции, тщательно прорабатывал детали, использовал эффектные драпировки. Но помимо внешней изысканности, превосходно умел передать нюансы душевных волнений героев. А ведь именно они, эти нюансы, убеждают нас в подлинности происходящего на полотне. В этом был важный урок для Рембрандта. Картины Корнелиса произвели на юного Рембрандта неизгладимое впечатление. Страдания он тоже изобразит без прикрас, пробуждающим ужас в тех, кто не побоится вглядеться. Рембрандт видел картины Корнелиса в Лейденской ратуше. Спасая, их перенесли туда в период иконоборческого движения, когда религиозные фанатики уничтожали произведения искусства. Кстати, многое из наследия Энгельбрехтсена погибло от рук фундаменталистов. По счастью, спасли знаменитый триптих «Распятие Христа». Сюжет центральной панели Рембрандт не раз будет интерпретировать, в частности, в совершенно неистовых афортах. Справа ветхозаветный сюжет медного змея, слева история жертвоприношения Авраама. Рембрандт посвятит ей динамичную картину, хранящуюся в Санкт-Петербурге
в Государственном Эрмитаже. Чтобы подарить миру Рембрандта, лейденской традиции понадобилось еще 100 лет после Корнелиса Энгельбрехтсена и не одно поколение художников. Ученики Корнелиса прославили художественную школу родного города далеко за его пределами. Недаром двое из них, Артген и Лукас, удостоились прозвища лейденских, и было это опять-таки задолго до появления Рембрандта. О них другие фильмы нашего проекта.